Привет, друзья! С вами, как всегда, Милаха Монстрик Майк Вазовский. И сегодня мы будем с вами играть в первую часть Kingdom Rush. И, конечно же, на невозможном в ребалансе. Друзья, я всегда безумно рад и счастлив вашей подписочке, вашему щедрому лайкосику, вашему просто восхитительно замечательнейшему комментарию. Я редко об этом говорю, но на самом деле душа просто радуется, когда вот читаешь какой-то такой величественный, интересный комментарий и видишь, что наше сообщество растет, крепчает, и это самое, как по мне, преданнейшее игровое комьюнити, которое только можно найти. Друзья, сегодня у нас будет довольно с вами интересный челлендж, и я очень надеюсь, что он понравится всем любителям Origins. Мой гениальнейший креатор идей по челленджам Люцерна предложил перезапустить эльфийскую симфонию типа 2.0, друзья. И он сказал: пройди-ка ты любой из элитных этапов, используя только лишь башни Origins. И, народ, мне кажется, я даже подобрал максимально приближенную локацию, вот похожую на Галадрианскую стену из Kingdom Rush Origins. Давайте для поддержания вообще, знаете, такого вот максимально эльфийской атмосферы возьмем Алерию Стреловей на прохождение этапа, а проходить мы с вами будем Тихолесье. И, конечно же, будем делать это на невозможном в ребалансе, друзья. Насколько это у меня получится и выйдет, сейчас мы это и глянем. Так, хорошо, друзья, хорошо. Так, давайте будем понемножку, потихонечку отстраиваться. Всего 500 монеточек. Всего 500 монеточек. И, в принципе, да, не густо, конечно, не густо 500 монет. Но, в принципе, по большому счету, идет усложнение по сложности, по прокачке навыков. И неудивительно, что и сам ресурс, такой довольно бомжатский. И будем пытаться, отыгрывать в том режиме и с теми бабосиками, которые нам дарованы с самого начала. Ну ничего, друзья, ничего. Так, у нас сейчас будет следующая волна. Разбойники будут идти. Разбойники, чертова дюжина. 13 разбойников будут мычать сейчас на наши с вами укрепленица. Так, давайте вот так вот сделаем, друзья. Давайте вот так мы сделаем. Так, Алерия. Сюда давайте, наверное, пехотку возведем и поставим так вот подкрепленице. Я сомневаюсь, конечно, что у меня будет на самом деле большое количество именно башенок, друзья, потому что если изначально такой скромненький идет ресурс, я не уверен, что получится этот ресурс увеличить, в течение всего времени. Так, давайте немножечко метеоритиком, наверное, вольнем, разрядим эту вот атмосферу и обстановочку, и давайте продолжим, друзья, продолжим. На нас теперь уже мчат более величественные юниты. Это налетчики, которые имеют 240 хпшечки и 6-10 у них урончика. Да, не слишком много, да, тоже, в принципе, скромненько, но, тем не менее, у них средняя физброня по сравнению с разбойниками. С этим тоже надо считаться, друзья. Так, хорошо. У меня, в принципе, есть идейка, есть мыслишки в плане того, как именно я буду пытаться отстраиваться, расстраиваться и как именно буду выводить свою оборону, друзья. Так, давайте мы вот так, наверное, сделаем. Немножечко тоже атмосферку разрядим атмосферку. Пока, в принципе, скажем, есть небольшие погрешности в моей обороне, друзья. И это как раз в первую очередь касается воздушных целей, то бишь от Алерия мне тут помогает, накидывает, и подкрепленица, которые тоже неплохо с горгулинками только что справились, за что им огромное спасибо. И поставлю я, друзья, в первую очередь я поставлю друидов, вот этих тоже величественных воителей, тоже, смотрите, обладающих определенной древней магией, и которые будут мне помогать.
в укреплении моей обороны и сдерживании натиска разбойников. А здесь вот уже и пошли мародеры. Кстати, мародерчики 720, 20, 40 у них урона. Народ, после последнего ребаланса, обновления, ну, как бы проведения определенной работы, модернизации, вот, добавили русский язык, за что просто величественно огромнейшее спасибо. На самом деле, безумно удобно и, ну, более, так знаете, как бы привычнее стало отыгрывать. Но провели ребалансировку, и это четко заметно по прохождению этапов в режиме на невозможном. И ослабили, скажем так, ослабили хватку, друзья, в плане того, что... все-таки провели небольшие изменения и в плане ХП врагов, и в плане их общего, друзья, урончика. И это, в принципе, конечно, ну, я понимаю, что для, знаете, как бы для большего интереса, возможно, повышение, но, как по мне, то вот в первоначальном таком виде, в первоначальном режиме, в первоначальном таком, как бы, вариации, как по мне, на невозможном ребалансе было играть поинтереснее, друзья. Вот даже тот же самый пример, вот только что мародер, у которого до проведения ребаланса ХП было там 1120, если мне не изменяет память. Сейчас вот мы с вами наблюдали, это 720, в принципе. Ну, значительно, скажем так, облегчили участь и желание, как бы, генералам, которые будут играть, проходить эти этапы на невозможном. Но ничего страшного. Так, налетчики. Вот уже налетчики, это вот уже, конечно, такая более мощная идет орда. Это уже такие тараны, знаете. Вот тут 2000 хпшечки, 40-80 урона и очень мощная физ-броня. О, это уже по-нашему. Это уже дело. Так, давайте мы здесь, наверное, тоже арту прокачаем. Так, отведем Алерию. У них, конечно, неприятный дальний бросок. И вот тут с этим тоже надо как бы считаться. Но ничего страшного. Я думаю, что сейчас мы будем тоже с этим по красоте разбираться. Мои мишки сейчас им раздадут и покажут, расскажут, что где, как, почем, куда. И вообще... что им стоит делать и чем заняться. Так, давайте вот так, наверное, мы сделаем. А теперь можно метеоритиком вальнуть и Алерию, если что, здесь где-то пока в стороночке придержать. Вы гляньте, какие, а? Весельчаки. Взяли вот так вот и обошли стороной моих, как бы, юнитов, и вот пытаются здесь мне накидывать и раздавать. Так, хорошо. Так, здесь бы мне тоже, наверное, не мешало бы друида поставить, но пока с финансами. Финансы поют романсы, поэтому пока, в принципе, мы с этим делом повременим. Ну ничего, сейчас завалю двух налетчиков и, друзья, ставим здесь наших тоже величественных и восхитительных друидов. Так, хорошо. Пока, в принципе, у меня две башенки есть. Я, кстати, даже планирую, у меня вот есть в планах, есть в идее, поставить здесь башенку, уровневую башенку из этапа Ориджинса. И посмотрим, насколько это будет удачно, скажем, насколько это будет действительно, ну, сработает именно в моей вариации стратегии. Так, хорошо, друзья, давайте вот так вот, наверное, и теперь метеоритиком ударим вот так. Тут Мишку давайте возведем, чтобы он тоже мне помогал, придерживал, если вдруг что. Здесь бандюков. Так, сюда давайте Мишку, Так, что мы здесь. Так, давайте сюда идите, друзья, давайте, мои хорошенькие. Так, опа. Сейчас будут лететь горгулинки. Так, давай, Лерия. Так, давайте вот так мы, наверное, сделаем. Вот так мы сделаем, друзья, Сюда давайте Алерию подгоним, тут подкрепленца поставим, и сюда мы, наверное, мишек перегоним. У меня, кстати, их двое, и сюда давайте мы тоже поставим. Вот так вот.
Да, с воздушными, конечно, небольшая беда-проблемка. Я, кстати, не посмотрел, сколько у меня именно там горгулей будет лететь. Ну и, в принципе, вроде не так уж, чтобы слишком большое количество, чтобы я не смог с ними справиться, с подкреплением и моей величественной принцессой эльфа, вот этой вот замечательной Алерии Стреловей, которая на самом деле тоже, ну, довольно многим нравится, довольно хорошая героиня на самом деле. И вот, ну, я считаю, что в определенных локациях, на определенных картах, при определенных раскладах ей очень даже классно и замечательно играть, друзья. Так что у меня здесь будет идти разрушитель, будет идти мародер, будет идти и налетчик. Вот это сейчас уже пойдет толстая, жиробасная, мощная артиллерия, друзья. Так, хорошо, Алерия, ты моя умничка, ты молочиночка, ты молочиночка. Так, что у меня здесь, что у меня здесь? Давайте вот так, наверное, мы сделаем. Вот так мы, наверное, сделаем. И, в принципе, пока пехотку я не прокачаю. Так, простите, друзья, простите, немножко что-то в горле запершило. Вот, кстати, разрушитель 5000 хпшечки, 50-100 у него урончика и нету никакой у него брони. Нету никакой брони. Ну, здоровечко ему так нормально как бы возвели, поставили. Ну, тут здоровенный дядька, ну, неудивительно, в принципе, что он такой вот мощный перец на самом деле. Но Алерия сейчас своими просто меткими и мощными стрелами, я думаю, проведет ему косметическую липосакцию. Класс, класс. Вот эти бусы у него, кстати, знаете, это, не знаю, у меня первоочередная какая-то такая ассоциация, вот, знаете, с такой, не знаю, цыганкой, наверное, с огромной родословной такой, ну, как бы это грубо не звучало, ну, в плане истории, наверное, личной, вот что вот можно так сказать. Так, хорошо, давайте вот так мы сделаем, и вот так мы сделаем тоже. Так мы сделаем тоже. Тоже хорошая, хранители леса, прелестная тоже башня из Origins. Вообще, как по мне, в Origins довольно много таких функциональных, интересных и занимательных башен. И, ну, на самом деле, вот даже брать тех же самых друидов, да, вроде бы арта, вроде бы, ну, как бы накидывают по площади, тоже очень хорошо. Но при этом они имеют опцию, функцию казармы, потому что у них есть вариация спавна вот медведиков таких красивеньких. А еще при этом у них также есть интересная особенность вот такого вот магического воздействия. И это на самом деле тоже классная вещь. Вот лесное проклятие. Причиненный врагам поблизости урон на 100%. На 100%. Ну это, ну не знаю, как по мне, это восхитительная опция. Притом она вот валит сразу же несколько целей захватывает. То есть максимально универсальная артиллерийская башня. Мне нравится. Так, хорошо, кто у меня здесь будет идти, кто у меня здесь, кто у меня здесь. Ну, могущественные, в общем, будут идти парни. И, возможно, я буду в следующий раз успевать почитать, кто там, как бы, будет пытаться на меня двигать. Но пока, друзья, пока как-то так. Пока как-то так. Так, вот здесь вот я тоже прокачаю вот так вот, в принципе, красивенько прокачаю. И вот сюда вот я как раз, друзья, и возведу уровневую башенку из Origins. И я, в принципе, думаю, что это будет даже очень неплохо. Будет очень даже неплохо. Ой-ой-ой-ой-ой, как красивенько сейчас работали мои великие вот хранители леса. Так, давайте на метеоритиком, наверное, сюда вот так вот жбахнем. Тоже красивенько. И главное, не увлекаться. Главное, не увлекаться. Так, вот так давайте. Что мы, медведя, давайте, наверное, зарядим. Пашечку поднимем этим величественным воинам тоже. Да, давайте сюда, потому что толпучка мчит и пытается тут мне оборону прорывать. А, это у нас уже 12-я волна, друзья. 12-я волна. Вот, мне кажется, как раз время и пришло возвести здесь интересную башенку. Так, хорошо. Здесь я тоже, кстати, поставлю хранителей леса. Хотел сказать лесное братство. Вот есть такая определенная созвучность хранителей леса и лесного братства. Хотя
по большому счету, вот, не знаю, все равно присутствует такой небольшой, это не спор, это не дискуссия, это не дилемма, касательно того, вот, какой все-таки, скажем, фракции относятся лесные братья. Это люди, либо это эльфы, потому что все же, как бы, остроты ушей не наблюдается в постройке этой башни, но, хотя, там, если присмотреться... Могут быть варианты, друзья. Но вообще, в целом, я согласен, кстати, с утверждением, ну, это может не утверждение, мысль мистера Дэвила в плане того, что как-то странно было бы, чтобы обычная казарма пехотинцев, ну, то есть люди, да, как бы, грубо говоря, потом с течением времени становились эльфами. Ну, немножко странновато, и я, в принципе, с этим моментом абсолютно согласен. Так, хорошо. Вот так давайте мы сделаем. Вот так давайте мы сделаем. Так, мишки тут тоже красивенько накидывают. Вы гляньте, какие, вот это со своей мощной этой броней. Хотя у меня и башенки тут тоже очень даже величественно и мощно прокачаны. И все равно создают мне определенных проблем. Так, в принципе, то, что я и говорил, у нас сейчас с вами, друзья, уже будет идти 14-я волна, а у меня по большому счету 1, 2, 3, 4, 5. 5 башен, которые вот, ну, на самом деле можно считать на довольно хорошем таком уровне прокачки. Мишки, я не знаю, они мне понравились еще с, скажем, со времен прохождения Ротвика. Хоть это и было вот буквально совсем недавно, но не прикольно это. Бубу. Так, что у меня здесь? Одни бубу получается. А здесь у меня, наверное, Йоджи и бубу. Так, хорошо, друзья, подкрепленцы давайте поставим. Так, давайте мишек сюда подведем поближе, мишек сюда поближе подведем. Так, и прокачаем мы пехотку. Кстати, я было эту же локацию как-то отыгрывал чисто зомбаками. Башни Мрачное кладбище. Ой, это было на самом деле очень-очень восхитительно. Ну, мне понравилось отыгрывать именно тем вариантом. Так, народ, пока вот это с вами тут душевненько веду беседу, я потерял свою восхитительную и непобедимую Алерию Стреловей. И это, конечно, меня немножечко расстраивает, но она вот уже на месте, и она уже тоже тут по красоте накидывает этим вот налетчикам. Так, давайте, друзья, давайте, раскидывайте, накидывайте, мы должны их убрать, ушатать до выхода последней 15-й волны. Пока, в принципе, неплохо держимся, пока хорошо справляемся, не могу сказать, что вообще прям, знаете, как бы на изи, но и не напряжно, друзья, вот, ну, по чесноку, то бишь, в принципе, я думал, что будет слегка посложнее. Так, давайте вот это мы, наверное, сделаем. И я бы здесь бы еще золотых лучников поставил бы, чтобы, знаете, для общей полной картинки было красивенько. Но, наверное, я этого сделать, возможно, и не успею. Так, хорошо. Ну, в принципе, у меня здесь неплохо прокачано. Вроде бы. Так, давайте сюда мишек, давайте вот так вот. А может и успею. Метеоритик пока придержу. Подождем, пока накопится необходимое, скажем так, количество. А вот и поставлю. Я даже, наверное, вот и определенные способочки прокачаю этой башенки. Кстати, тоже довольно неплохая башня, и на самом деле даже лучники в Ориджинсе имеют, ну, такую довольно и хороший урон, 48-63 урона, огромнейший радиус атаки, поражения. Я, честно вам скажу, я обожаю вот башни, которые увеличивают, ну, имеют такой вот большой радиус поражения. Это вот те же самые мушкетчики мне очень нравятся из классической, скажем, первой части. И вот те же самые золотые луки, вот мы их прокачали с вами на максималочку, друзья, прокачали, и в принципе я думаю, что сейчас вот они тоже очень-очень-очень красивенько раздают, накидывают
вот этим вот налетчикам. И вы сами видите, насколько быстро редеют как бы их скопления. Просто вроде шла толпа, а здесь уже херак и, друзья, победа, победа. 15 волн, довольно легко, спокойно, непринудительно. Замечательные башенки. Огромнейшее спасибо тебе, бро Люцерна, за чудеснейшую идею и вариант прохождения этапа. Мне очень нравятся твои челленджи. Продолжай в том же духе. Креатив. А я буду стараться их выполнять, записывать и делать их максимально интересными и занимательными. Друзья, надеюсь, вам было интересно, так же как и мне. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосик, пишите комментарий. И да пребудет с вами сила. Па-па.